Anna. Unpopular everywhere, aren't you? Hope you don't mind, but could you tell me... Where the hell is the boss? Вы мне не поверите, но в Anna Dream BBQ реально интересно играть. Эта игра не имеет какого-то четкого геймплея, больше про то, чтобы просто бродить и говорить с NPC. Но при этом, по ощущению, каждые полминуты тебя чем-то развлекают, а когда диалоги и сюжет кончаются, ты остаешься в недоумении. Типа, и все? Потому что очень хочется еще. И естественно, ведь это Anna Dream BBQ. Игра, которую я не ждал, узнал о ее выходе за один день до, и не могу перестать удивляться этой тонне проделанной работы. Не могу сказать, что дело было в отсутствии ожиданий, потому что Anna — это очень популярный интернет-перформанс. Интернет-сериал про киберпространство, старые 3D-графики и нарисованных анимаций без сглаживания, будто в старом Paint'е, который, несмотря на свою абсурдность, очень притягательный и имеет много фанатов. Оно и не мудрено. Так с любой вещью, вызывающей чувство ностальгии, даже если большинство зрителей сериала не застало эпоху Windows 96. Все диалоги не пытаются иметь смысл, а события сюрреалистичные, поэтому часто можно увидеть комментарии по типу «А что авторы курили? Я тоже хочу». Курение вредит вашему здоровью. От серии к серии качество становится все лучше и лучше, а сам сериал выглядит так, будто его сделали в качестве игры, и будто бы по всем этим локациям можно походить, но тебе только показывают и дразнят. И представьте себе, игра по своему геймплею ничем не отличается от того, что показывали в сериале. Ты ходишь по игровому миру, чтобы просто изучить его и с кем-то завести диалог, буквально смысл которого понятен только игровым персонажам, но не тебе. Единственное отличие, что если бы сериал был один в один с игрой, то у Dream BBQ не было бы такого большого открытого мира, ну как большого, просто открытого мира, а изучение локаций было бы куда более линейным. Из конкретных игровых моментов здесь только головоломки и платформинг, который ведет иногда в те места, которые ты очень хочешь посетить, потому что главная мотивация играть в сказочное барбекю — это полное погружение в игровой мир с самого запуска игры. За время 4 проектов и 2-летней разработки игры у команды Джоэла Гуэры хватило умения, чтобы сделать невероятно крутое постановочное вступление к их игре, во время которого ты не скучаешь ни на секунду. Хочется изучать все вокруг после этого вступления, и хочется увидеть весь контент, который есть в игре, даже если фанатом сериала ты не был. Чтобы пройти эту игру один раз, достаточно в ней провести 1,5 часа или максимум 2. Но каково было мое удивление, когда я узнал, что там несколько концовок и миллион контента, который я просто пропустил, а все, что нужно, было изучать мир внимательно. Поэтому я остался в игре на подольше. И она мне не надоедала и каждый раз вознаграждала мое желание ее исследовать. Поэтому, несмотря на длительность в 2 часа геймплея, ощущение, будто в очередном видео про секреты найдется что-то еще, что ты не видел, и это создает впечатление, будто этот маленький первый эпизод бесконечный. Реальный стиль анимации и ее качество сохраняются и в музыке, и в режиссуре, и в том, какие голоса они подобрали на озвучку каждого из персонажей. Игра начинается с японской мелодии и активно использует японскую тематику для определенных локаций и персонажей. И для этих локаций подобран определенный стиль, для этих локаций саундтрек написан в японском настроении. Но как только Энна выбирается в первую свою дверь, сразу же начинается Оливер Бакланд, который задавал настроение всему сериалу раньше. А музыку Метарум, еще одного яркого композитора, которого знают по работе над той же самой Энной, засунули в достаточно неочевидный рут, и большинство игроков, наверное, даже ее и не слышали. Можно подумать, что тебя уже нечем удивить, как эта игра выдает новую анимацию, после которой ты начинаешь понимать, почему они такой короткий отрезок делали 2 года. А задумали и того раньше, продумав, что в нем будет. Может показаться, что тут нечего продумывать и можно накидать всего подряд, что придет в голову, но сколько бы я скептично не пытался посмотреть, я не мог отделаться от ощущения, будто логика этого мира есть, просто конкретно я ее не понимаю. И поэтому я не бросал попытки вникнуть в суть диалога, где все-таки призрачно витает какой-то смысл. Сюжет Anna Dream BBQ про то, как Энна приходит на работу, пытается найти своего босса, и первая ее задача — это убрать туман. И лучше не пытаться спрашивать у игры, кто такой босс и чем занимаются Энна и все эти люди. Чуваки, я узнал, чем они занимаются. Они работают в казино.
Но, например, одного из персонажей можно завербовать к себе на работу. По их диалогу не особо понятно, что, почему и зачем, но Энна дала контакты. А Таски Мейден, как ее зовут, позвонила по этим контактам, и ее взяли на работу. Теперь она работает с нами. И в этом вся соль абсурдных диалогов всех персонажей. Они следуют логике ровно наполовину. Упоминают какие-то вещи несколько раз, как будто бы это правда имеет смысл, чтобы оставаться слушабельными. И в них можно вчитываться, но при этом на первый взгляд никакого смысла эти диалоги не несли. Firstly, I need to get more info on this pointless shit. Excuse me, can I go to the bathroom? What the fuck? The bathroom? I haven't seen anyone go to the bathroom in 15 years. Why would anyone go to the bathroom? It just doesn't make any sense. Guys, my bones are getting squished. Dream BBQ сильно превосходит сериал в части дизайна, как и каждый эпизод сериала Энны превосходит предыдущий. И если в сериале Энна была достаточно простым персонажем, девочкой с подружкой, которые делали что-то типа постучаться в дверь и убежать, но соответствующим основной тематике сериала. Для видеоигры ее переделали, дав ей кепочку. Я Нита, но очевидно не такая, как вон та пизда. Новые цвета, одежду, профессию и личности с новыми актерами озвучки, которые куда ярче и красочнее выражают свои личности. А уж чем проблемы у сериала, у игры нет, так это с актерами озвучки на разных языках. Дорогие наши зрители, в данном сериале вас ожидает охуительное количество субтитров. Дело в том, что по авторской задумке герои говорят не только на английском, а на всех нахуй, блядь, языках мира. Русские коды озвучены так хорошо, что даже не русскоязычная комьюнити оценивает Кейна в S-тир интеракций. А уж поверьте, интеракций в этой игре достаточно много. Спустя 4 работы, на каждую из которых у команды Энны уходило очень много времени, они решили сделать саму Энну из 2 частей, где одна из которых красный трикстер, а другая раздражительная белая часть. Продаван и грубиян в буквальном смысле этих слов. Каждая из них озвучена так, что смотреть на нее хочется так же сильно, как и на любого другого персонажа. И это интересно, потому что персонажи встречаются разные и интересные, а Энны каждый раз одна и та же. Ну, почти одна и та же. Поэтому, когда она спрашивает, где босс, у меня не остается выбора, кроме как задуматься, что это надо поставить на превью для видео. Но это было бы слишком очевидным. The boss. I'm the